Здравствуйте, друзья! В своих работах я использую не только бумажную глину, но и другие массы. В частности, так называемый холодный фарфор. Как я его готовлю, я хочу показать вам сегодня. Нам понадобятся, как обычно, весы, пластиковая коробочка, которую вы не используете для приготовления пищи, кукурузный крахмал, глицерин, лимонная кислота, клей ПВА и какая-то жирная основа. У меня вазелин. Можно взять жирный крем, масло Johnson's Baby или даже просто растительное масло. В контейнере смешиваем сначала жидкие ингредиенты. 50 граммов клея ПВА, буквально пару капель лимонной кислоты и 1 чайную ложечку глицерина. Добавляем 50 граммов кукурузного крахмала и хорошенько перемешиваем до однородной массы. Ставим в микроволновку на 10-20 секунд. Первый раз я поставила на 20 секунд. Масса в основе своей осталась жидкая, она только начала загустевать. Как следует перемешаем ее лопаточкой, разобьем все комочки до полностью однородной массы. И еще раз нагреем в микроволновке. Я поставила повторно на 20 секунд, но этого может быть много. Если вы не уверены, лучше поставить на 10, потом еще раз на 10. Масса сильно загустела, как видите. Ее даже достаточно трудно перемешать лопаточкой. Такая консистенция массы мне подходит. Больше нагревать не нужно. Наношу вазелин на ладони и на поверхность стола, на котором буду вымешивать массу. Вытаскиваю массу аккуратно, она горячая еще. И вымешиваю как следует, вмешивая в нее вазелин. Мешаю до тех пор, пока масса не остынет и станет комнатной температуры. Как вы заметили, я не делаю сразу много холодного фарфора. Основная масса, с которой я работаю, это так называемая бумажная глина. Рецепт ее приготовления вы можете посмотреть у меня на канале. А холодный фарфор я использую для мелких и, главное, тонких деталей. Поэтому такого количества массы мне хватит на несколько проектов. Из холодного фарфора, например, я лепила цветочки для декоративного яйца-корзинка. Хранится такая масса несколько недель или даже несколько месяцев на дверце холодильника, герметично завернутая в пленку. Ну вот и все, холодный фарфор готов. В отличие от бумажной глины, холодный фарфор можно использовать сразу после приготовления, потому что его главный ингредиент крахмал уже проявил свои свойства. В следующем видео я сделаю сравнительную характеристику двух масс – холодного фарфора и бумажной глины. И расскажу, для каких целей я использую каждую из них. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам было интересно. Творческих успехов вам! Пробуйте, и у вас все получится.